Дорогие слушатели, для вас публикуется новая книга. Поддержите наш канал подпиской и лайком. Приятного прослушивания. В 40 лет мечтают о том, чтобы тебя хоть раз оставили в покое. Чтобы никто не просил срочно доделать отчет, не звонил с вопросом, где лежат чистые полотенца, и не намекал, что ты же сильная, ты справишься. В 40 я наконец-то позволила себе то, о чем мечтала лет 20. Большой морской круиз. Я копила на него так долго, что к моменту отплытия мне казалось, будто я покупаю не билет, а право хоть раз в жизни стать главной героиней. На четвертую ночь океан решил, что героиня из меня получится отличная, особенно утопленница. Сначала был удар, такой, будто в наш лайнер врезался айсберг. Потом погас свет, потом накренился пол. Потом в коридоре кто-то закричал, коротко и зло. Я помню запах, соленая вода, горячий металл и чьи-то духи, сладкие до тошноты. Помню, что вцепилась в поручень так, что ногти чуть не остались на дереве. Помню женщину в вечернем платье, помню мужчину в белом пиджаке, который расталкивал всех и орал про шлюпки. Потом вода пришла за нами. Она не спрашивала, готовы ли мы, она не стучала, она просто вломилась. И в одну секунду я перестала быть женщиной на отдыхе. Я стала руками, которые хватают пустоту. Я стала ужасом, у которого нет возраста, профессии и жизненного опыта. У ужаса вообще нет биографии. Он прост, как удар. Он состоит из одного единственного слова. Нет. Нет, этого быть не может. Нет, я так не умру. Нет, я не для этого копила на этот чертов круиз 20 лет, чтобы меня смыло в коридоре. Меня швырнуло в стену, что-то треснуло. Кажется, рядом, а может, во мне. Кто-то вцепился в мою руку. Я вцепилась в чью-то чужую ткань. Нас разорвало новой волной. И после этого мир перестал быть миром. Он стал черной ледяной пастью. Последнее, что я увидела, круг аварийной лампы, качнувшейся над головой. Точно солнце, которое передумало светить. А потом стало тихо. А потом я не сразу поняла, что снова могу дышать. Сначала мне показалось, будто я лежу на дне моря. Потом до меня дошло, что море обычно не пахнет лавандой и дорогим мылом. Я открыла глаза. Моргнула, попыталась повернуть голову и обнаружила две неприятные новости. Первая — голова болела так, словно с перепою, а вторая — волосы. Их было слишком много. Вокруг меня разметалось что-то темное, тяжелое и подозрительно роскошное, как в рекламе дорогого шампуня. Я резко села. Зря. Комната покачнулась, в глазах потемнело. «Нет», — сказала я вслух. «О, как приятно!» — произнес рядом кто-то с интонацией профессионального мерзавца. Начали с отрицания. Обычно люди после внезапного возвращения с того света сначала орут. Я повернула голову. На кресле у камина сидел кот. Серый, огромный, с белой манишкой, как у старого дворецкого. Он сидел, поджав лапы, и смотрел на меня с выражением снисходительного утомления, какое бывает у учителей, нотариусов и котов, которые давно все поняли про человеческую природу. «Я умерла?» — сказала я. «Наконец-то здравый вывод!» — отозвался кот. «Хотя формально нет. Вы, скорее, весьма неудобным образом переместились из одной катастрофы в другую». Я уставилась на него. «Кот», — сказала я. «Безусловно. Ты разговариваешь? И, как видите, делаю это лучше многих людей в этом доме». Я молчала. Кот тоже молчал. Наверное, он из вежливости дал мне минуты 3 на то, чтобы не сойти с ума. Потом я медленно оглядела комнату еще раз и поняла, что детали складываются в слишком стройную картину, чтобы быть бредом. На стуле лежало платье цвета темного вина, на туалетном столике серебряные щетки, коробочки, заколки. На стене висел портрет молодой женщины.
Я подошла к портрету и застыла. С полотна на меня смотрела я. Ну, то есть не я, а молодая женщина лет 25. С тонким лицом, темными волосами. Она была красива. Я медленно подняла ладонь к лицу. Пальцы коснулись щеки. Щека была не моя. «Итак», — сказала я, — «либо я пережила крушение и попала в дорогую психиатрическую клинику с кошками, либо...» «Либо вы теперь графиня Элеонора Вейл», — любезно закончил кот. «Что, на мой вкус, хуже?» Я села прямо на банкетку и увидела свое отражение. Это была не я. Эта женщина не была случайной картинкой. У нее были длинные ресницы, прямой нос, красивый рот. Но главным было выражение. Я смотрела на незнакомку, а незнакомка смотрела на меня с моим оценивающим ужасом. «Я не Леонора», — сказала я зеркалу. «Слава богу», — заметил кот. «Прежняя была невыносимо унылой». Я повернулась к нему. «А ты кто?» «Оскар». «Просто Оскар?» «Для тех, кто меня кормит, да». «А для остальных?» «Господин Оскар». Я закрыла глаза ладонями. Надо было думать быстро и четко, и желательно не визжать. «Хорошо», — произнесла я. «Допустим, я в теле графини Элеоноры Вейл. Мы где?» «В ее спальне». «Это понятно. Географически. В городе Броукерн, Приморское королевство Лиар. Особняк Вейлов на улице Святого Бренана. Если захотите умереть еще раз, можете выброситься из восточного окна. Там красивый вид на сад и оранжерею». Очень поддерживающе. «Я кот, а не пастор». Я глубоко вдохнула. Улица Святого Бренана. Лиар. Ничего из этого я не знала, но чувствовала это не сон и не больничный бред. Откуда-то изнутри, из самых глубин нового тела, поднимались обрывки. Не как воспоминания, а как чужие тени. Тяжелые шторы, холодная рука на запястье, мужской голос. «Ты опять устраиваешь сцену». Запах табака, страх. Я отняла ладони от лица. «А что случилось с Элеонорой?» Кот на мгновение отвел взгляд. «Интересно. У кота, кажется, была совесть». «Вчера вечером ее карета перевернулась на мостовой», — сказал он. «Лошади понесли. Очень удобно. Доктор сказал, что госпожа чудом выжила. И сегодня на рассвете вы очнулись. Но, судя по манерам, чудо вышло с побочными эффектами». «То есть ее кто-то пытался убить?» «Возможно». «А муж?» «Безусловно. У него есть для этого характер». «И мотив?» «У него есть долги. Для мужчины его сорта это почти же то же самое, что мотив». Я встала. Ноги держали отлично. Молодое тело вообще оказалось удобным. Ничего не ныло, спина не жаловалась. И если бы не тот факт, что я, возможно, умерла, можно было бы даже слегка порадоваться. Я подошла к окну и отдернула портьеру. За стеклом лежал город. Серые крыши, шпили, узкие улицы, блестящая вдалеке полоска гавани. Это было так красиво, что у меня сжало горло. Море. Я все-таки добралась до моря. «Вы сейчас расплачетесь?» — уточнил Оскар. «Нет». «Прекрасно. Рыдающие женщины плохо соображают. А у нас, смею заметить, очень мало времени». «Почему?» «Потому что через несколько минут сюда явится горничная, камеристка, возможно, доктор и наверняка ваш супруг, граф Адриан Вейл. И все они ожидают увидеть привычную Леонору. А если вы начнете задавать вопросы вроде «Кто я?» и «В каком году мы живем?», дом оживится до невероятности. А если ваш муж действительно приложил руку к вчерашнему происшествию, он поймет, что у вас отшибла память. И это либо вдохновит его, либо встревожит. Оба варианта мне не нравятся». «А тебе-то что?» Кот сел и обвил лапы хвостом.
Я люблю этот дом. И не люблю, когда в моем доме убивают хозяйку. К тому же новая версия вас выглядит многообещающе. У прежней было слишком мало зубов. Я хмыкнула. Смешно, абсурдно. И все же именно кот первым сказал мне полезную вещь. Надо было играть. «Ладно», — сказала я, — «что я должна знать?» Оскар задумчиво прищурился. «Основное. Вы графиня Элеонора Вейл, 26 лет, в браке 3 года. Детей нет. Ваш муж красив, пуст и дорого обходится. Общество считает вас надменной, а на деле вы просто несчастны. Домом управляет мажордом Томас. Он полезен. Камеристка Люси болтлива, но преданна. Кухня ужасна, счета еще ужаснее. Ваши деньги, а это в основном ваши деньги, семейные, и именно поэтому граф до сих пор на вас женат». «Отлично. Значит, я живая банковская ошибка». «По сути, верно». «И кто меня ненавидит?» «Почти все, кто улыбается вам на балах». Я невольно улыбнулась. У меня дома было почти так же, только без балов. «Любопытно. Вы оттуда принесли чувство юмора?» Я его вырастила в тяжелых условиях. В дверь осторожно постучали. «Началось», — сказал кот. «Миледи», — раздался за дверью женский голос. «Вы проснулись? Доктор велел сразу послать за ним, если...» Я успела только метнуться к кровати и сесть с максимально аристократически обессиленным видом. «Войдите», — сказала я. В комнату впорхнула девушка лет 18. У нее были испуганные глаза, красные от недосыпа, и лицо человека, который уже успел напридумывать себе 3 похоронных варианта и теперь не знает, куда девать облегчение. «Миледи, слава небесам!» Она едва не расплакалась, прижимая руки к груди. Искренне. Значит, Люси. «Не надо небес», — сказала я. «Они вчера уже перестарались». Девушка застыла. Потом посмотрела на меня так, словно графиня Элеонора вдруг лично спустилась с портрета и рассказала неприличный анекдот. «Миледи? Черт! Осторожнее!» Я приложила руку к виску. «Голова болит, и я, кажется, немного не в себе после удара». Это было удобно, почти правда. «Позвать доктора?» — всполошилась Люси. «Позже. Сначала воды и зеркало поменьше». «Поменьше, миледи?» «Большое уже оскорбило меня с утра». Она моргнула. Из-за камина донеслось подозрительно сдавленное кошачье фырканье. «И еще никого пока не впускай, особенно графа». «Но его сиятельство...» «Особенно графа», — повторила я мягко, но так, что девушка кивнула. «Ага, этот тон тела помнит. Удобно». Когда она убежала, я медленно выдохнула. «Неплохо», — признал Оскар. «С намеком на характер. Дом будет потрясен». «Потрясется и привыкнет». «Вот это мне уже нравится». Через 10 минут я знала, что завтрак графини выглядит как наказание за грехи. Жидкий шоколад, тосты, фрукты и что-то яичное, столь воздушное, будто его приготовили из сплетен. Я съела все. Молодому организму, видно, было плевать на драму. Позже Люси расчесывала мне волосы. «Миледи, вы нас так напугали. Его сиятельство всю ночь не отходил от вашей двери». «Какая трогательная ложь!» — пробормотала я. «Простите?» Я сказала, как трогательно. Люси улыбнулась, но нервно. «Люси», — спросила я, — «вчера ведь много было людей после происшествия?» «Да, миледи, доктор, кучер, господин Томас, его сиятельство и леди Беатрис, когда узнала, сразу примчалась». «Леди Беатрис? Ваша кузина?» «Она меня любит?» — спросила я. Люси так дернула расческой, что я едва не ойкнула. «По-своему, миледи», — осторожно ответила она. «Понятно.
то есть нет. «Люси, принеси мне бумаги по домашним расходам». Она уронила шпильку. «Простите?» «Ну, счета, книги, все, что касается расходов дома». «Но этим обычно занимается господин Томас и его сиятельство. А теперь еще и я». «И еще», — добавила я, — «узнай, можно ли сегодня подать обед не из 5 перемен, а просто одно что-нибудь съедобное». Оскар демонстративно отвернулся к окну. Я прямо видела, как он там ухмыляется в усы. «Миледи, вы хорошо себя чувствуете?» — осторожно спросила Люси. «Отвратительно», — честно призналась я. «Поэтому буду менять жизнь». В дверь постучали. «Элеонора!» — раздался мужской голос. «Дорогая, мне сказали, что ты пришла в себя». По спине скользнул холодок. «Не открывай», — тихо сказал Оскар. Я поймала в зеркале собственный взгляд. Молодое лицо, темные волосы, незнакомые глаза, и в них вдруг очень ясно проявилась я, настоящая. 40 лет, крушение, жизнь, в которой слишком долго терпела то, что не нравилось, поездка, которую слишком долго откладывала, и вот теперь новый шанс, упавший на голову. Ну уж нет. Если меня и занесло в чью-то роскошную беду, то я не собираюсь быть в ней мебелью. «Миледи?» — шепотом спросила Люси. Я встала. «Открой», — сказала я. Дверь распахнулась. На пороге стоял мой муж. Высокий, безупречно одетый, с лицом человека, которому в детстве слишком часто говорили, что он красив, и забыли объяснить, что этого недостаточно. Он шагнул ко мне с выражением отрепетированной тревоги. «Элеонора, наконец-то! Ты не представляешь, как я...» «Представляю», — сказала я. Он остановился. Всего на долю секунды, но я это увидела. «Дорогая?» «Что? Ты хотел сказать, что ты волновался?» «Не надо. Выходит, неубедительно». Адриан медленно улыбнулся, той самой улыбкой мужчины, привыкших чинить напряжение шармом. Удар действительно был сильным. Да, и кажется полезным. В каком смысле? В том, что я начала замечать очевидное. Я подошла ближе. Например, что разговоры о моем здоровье лучше вести без свидетелей, и что если моя карета перевернулась случайно, то у этого случая очень плохой вкус. Его глаза чуть сузились. «Ты обвиняешь меня?» — спросил он. «Я еще ничего не утверждаю», — сказала я. «Пока». Он усмехнулся. «Это новое поведение, Леонора, мне даже нравится. Надеюсь, оно пройдет, когда ты окончательно придешь в себя». А я надеюсь, что нет. Мы смотрели друг на друга. Он, как человек, внезапно обнаруживший, что привычная мебель научилась кусаться, а я, как женщина, которой уже один раз пришлось тонуть, и второй раз она не намерена. «Оставь нас, Люси», — сказал он. «Нет», — сказала я. Он перевел взгляд на меня. «Что?» «Люси останется, и дверь будет открыта». «Ты ведешь себя странно». «Осваиваю новый опыт». «Элеонора». «Ваше сиятельство, если вы действительно беспокоитесь о моем состоянии, проявите заботу и распорядитесь прислать мне бумаги по домашним расходам за последние полгода. И еще список долгов дома полный. Не то, чтобы не тревожить миледи, а полный». Адриан моргнул. «Зачем тебе это?» «Хочу почитать на досуге. Врачи рекомендуют что-нибудь бодрящее». И Оскар издал звук, очень похожий на кашель воспитанного демона. «Ты не в форме для таких вещей», — сказал граф. «А ты не в форме, чтобы решать за меня». И тут я улыбнулась. Не широко, не зло, а просто как улыбаются люди, которые наконец-то перестали бояться неприятного разговора. «Спасибо за визит, дорогой. А теперь я устала». Это была не просьба, он понял, конечно, понял. Адриан поклонился. «Как скажешь». Вот и хорошо.
Он вышел. Дверь за ним закрылась мягко, почти ласково, но мне показалось, что в комнате пронесся ледяной сквозняк. Люси шумно выдохнула. «Миледи!» — прошептала она. «Вы были невероятны!» «Нет», — сказала я была зла. Это дешевле и эффективнее». Оскар спрыгнул с кресла, подошел ко мне и легко ободнул лбом в ногу. «Поздравляю», — сообщил он. «Кажется, у нас появился сюжет». Я посмотрела на дверь, за которой исчез муж, потом на окно, за которым мелькало море. Где-то там, за горизонтом, осталась моя старая жизнь, и я не знала, смогу ли когда-нибудь вернуться. Не знала, что стало с тем телом, которое носила 40 лет. Не знала даже, по каким законам судьба решила поменять мне паспорт, возраст и степень проблемности существования. Но я знала другое. Если кто-то думает, что молодую графиню удобно убить, потому что она красива, богата и привыкла молчать, то ему очень не повезло. Потому что внутри графини Элеоноры проснулась женщина, которая 20 лет откладывала свою мечту. А такие женщины, если уж начинают новую жизнь, то обычно портят планы всем. Первые 3 правила выживания в чужом теле я сформулировала еще до обеда. Первое. Если не знаешь, как себя вести, веди себя так, будто именно ты и устанавливаешь правила. Второе. Молчи достаточно долго, чтобы окружающие успели сами выдать полезную информацию. И третье, самое важное. Никогда не обсуждай стратегию при людях, которые носят твою еду. Они видят слишком много. Дом Вейлов оказался огромным, холодным и удивительно неудобным для жизни. Для демонстрации статуса великолепным, а для счастья примерно как музей, с регулярными счетами за отопление. После ухода Адриана я настояла на том, чтобы меня одели и провели по дому. Пока Люси застегивала бесконечные пуговицы, я продолжала выуживать сведения. Оказалось, кузина Беатрис вдова, на 10 лет старше Элеоноры. Очаровательна для мужчин и ядовита для женщин. В доме появляется часто, даже слишком. Управляющий финансами некий мистер Фелтон последние месяцы тревожно часто бывал у Адриана. Мажордом Томас служит дому 30 лет и презирает всех одинаково, а потому, возможно, честен. Кухарка Молли ненавидит французскую моду на маленькие порции и тайно жарит картофель для прислуги по ночам. Последнее обстоятельство внушало надежду. «А я?» — спросила я у Люси. «Часто бываю в городе?» Она замялась. «Редко, миледи». «Почему?» «Его сиятельство считал, что вам лучше не утомляться лишними поездками». Какое трогательное тюремное мышление. Миледи? Ничего, продолжай. Когда я вышла из спальни, дом словно втянул воздух. Это было почти физически ощутимо. Слуги, которые встречались в коридорах, замирали. У некоторых на лицах мелькало удивление, у некоторых настороженность. Прежняя Элеонора, видимо, после несчастья, лежала бы в постели и бледно страдала. А я же шла по коридору, держась за перила, лишь из приличия. И чувствовала, как внутри меня очень медленно раскручивается что-то похожее на азарт. Страшно? Да. Непонятно? Еще как. Но это была моя сцена. Слишком уж долго я жила на вторых ролях. В малой гостиной меня ждал Томас. Высокий, сухой, седой, с лицом человека, который лично помнит все семейные позоры и поэтому не удивляется уже ничему. Он поклонился. «Миледи». «Томас, рад видеть, что ваше здоровье улучшается». «Не уверена, что это радует всех». «Дом к вашим услугам, миледи».
Прекрасно. Тогда начнем с простого. Мне нужны все счета и книги расходов за последние 6 месяцев. Разумеется, миледи. Прикажу принести в кабинет. В мой кабинет? В библиотеку, миледи. Вы обычно не... Теперь буду. Он поклонился. Понял. И еще, добавила я, сегодня я обедаю на кухне. Вот тут даже Томас моргнул. Прошу прощения. На кухне. Хочу познакомиться с теми, кто кормит дом. Но это не принято, я знаю. Тем интереснее. Оскар, вышагивающий рядом, тихо произнес. Если вы продолжите в том же духе, половина города решит, что удар по голове был благословлением. Надеюсь, так же тихо ответила я. А вторая половина будет слишком занята сплетнями, чтобы мешать. На кухне меня встретили так, словно в помещение вошла королева. Там было жарко, шумно и прекрасно пахло жизнью, бульоном, хлебом, дрожжами и чем-то мясным. Кухарка Молли оказалась женщиной лет 50, крепкой, краснолицей, с руками, которыми можно было замешивать тесто и воспитывать непутевых племянников. При виде меня она побледнела. «Миледи!» «Если вы так кричите ей на морковь, она наверняка признается во всем», — сказала я. «Не волнуйтесь, я пришла не увольнять. Пока». По кухне пронесся нервный смешок. «Чем могу служить, миледи?» «Накормите меня чем-нибудь настоящим». «Настоящим?» «Горячим, сытным и желательно не размером с почтовую марку». Кто-то у плиты фыркнул. Молли расправила плечи. «Жареный цыпленок вас устроит?» «Если вы сейчас не шутите, я готова переписать на вас полграфства». Оскар, уже устроившийся у двери, мечтательно прикрыл глаза. «А мне рыбу». «А тебе наглость не жмет?» — спросила я. «Никогда. Она сшита по мерке». Через 15 минут я сидела за простым деревянным столом среди кастрюль, разделочных досок и ошарашенной прислуги и ела лучший обед за последние несколько месяцев обеих моих жизней. Цыпленок был идеален. К картофелю прилагалась румяная корочка, ради которой люди совершают преступления. Соус был густой и пряный. Я закрыла глаза от удовольствия. «Молли», — сказала я, — «почему это не подают в столовой?» Кухарка неловко вытерла руки о фартук. «Его сиятельство предпочитает изящную кухню, миледи, а для приемов приглашают столичного повара». «Молли, с сегодняшнего дня раз в неделю вы будете готовить обед по своему выбору. Для меня. А если он понравится, мы подумаем, как расширить влияние здравого смысла на меню этого дома». Она уставилась на меня. «Миледи, вы серьезно?» Я положила вилку. И в этот момент, впервые с тех пор, как очнулась в чужом теле, я почувствовала это ясно и ярко. Не просто желание выжить, желание делать, строить, придумывать, менять, пахнуть не только дорогими духами, но и булками, вином, соусами, смехом за столом. Ресторан. Моя старая, глупая, прекрасная мечта, которую я столько лет считала несвоевременной, вдруг предстала передо мной во весь рост. Здесь, в чужом доме, в чужом мире, на кухне графини, которую кто-то хотел убить. И я поняла, если судьба уж решила так странно пошутить, я возьму с нее все. «Более чем серьезно», — сказала я. «Молли, вы когда-нибудь думали открыть свое заведение?» «Миледи», — начала она растерянно. «Ничего, просто мысль». Но это уже была не просто мысль. Это был план. Если бы мне раньше сказали, что однажды я очнусь в теле молодой графини и первым делом полезу в бухгалтерию, я бы решила, что старость подкралась в особенно извращенной форме. Но бумаги, которые к вечеру принесли в библиотеку, оказались куда интереснее любого романа.
Библиотека у Вейлов была прекрасна ровно настолько, насколько бесполезны обычно бывают аристократические библиотеки. Полки до потолка, лестницы на колесиках, бронзовые лампы и ни одного признака того, что хозяева читают что-то сложнее приглашений на балы. Томас велел сложить книги расходом на длинный стол у окна. Стопка вышла внушительная. Оскар одним прыжком вскочил на край стола и сообщил. «Чудесно! Сейчас вы выясните, что жить красиво стоит дороже, чем жить честно». Я давно это подозревала. Я села, раскрыла первую книгу и через 20 минут поняла две вещи. Во-первых, прежняя Леонора действительно почти не касалась дел. И, во-вторых, кто-то этим великолепно пользовался. Счета были не просто большими, они были нахальными. Платья, которых я в гардеробе не обнаружила, лошади, которые в конюшнях не стояли, ремонт дома, где штукатурка трескалась так искренне, словно не знала о собственном обновлении. И особенно прекрасной показалась мне строка «Расходы на представительство», с суммами, за которые можно было бы открыть маленькое, но очень бодрое кафе. «Он ворует», — сказала я. «Формулировка слишком скромная», — откликнулся Оскар. «Он разлагает финансы в художественной форме». «Он — это муж?» «Он и тот, кто умеет составлять такие счета так, чтобы порядочная женщина заскучала на третьей странице». Я перевернула еще несколько листов и нашла подписи. Адриан, мистер Фелтон, еще раз Адриан и почти нигде Элеонора. Значит, все это проходило без моего согласия? Да, потому что она, то есть вы, привыкли подписывать не глядя то, что ей подкладывали. Я медленно выдохнула. Злость была полезным чувством. Она придавала ясность. В старой жизни я слишком часто уступала, потому что так проще. Проще не спорить, не ввязываться. Проще отложить свое на потом. Но если у судьбы хватило дурного вкуса утопить меня ровно в тот момент, когда я впервые решила сделать что-то только для себя, то теперь я не собиралась облегчать жизнь никому. «Томас», — сказала я, когда мажордом вошел по моему звонку. «Где мистер Фелтон?» «В конторе, миледи. Обычно он бывает здесь по четвергам». «Как жаль, что сегодня не четверг. Пригласите его на завтрашнее утро и сообщите, что я желаю видеть все оригиналы договоров и расписок, связанных с домом». Томас поклонился, разумеется. «И еще. С этого дня ни один документ не подписывается без меня». «Как прикажете, миледи». Когда он вышел, Оскар довольно замурлыкал. «Прелесть! Если бы у вас был хвост, вы бы сейчас им хлестали». К счастью, его нет. «Не зарекайтесь. В этом доме не такое случалось». Я усмехнулась, но тут в дверь снова постучали. «Войдите». На этот раз появилась женщина, которую даже молчание не делало приятнее. Высокая, стройная, безукоризненно одетая, с лицом красивым и холодным, как серебряный нож. «Дорогая кузина!» — пропела она, входя. «Какое счастье видеть тебя на ногах!» Внутри меня что-то насторожилось. «Леди Беатрис». «Не могу сказать того же с такой же убежденностью», — ответила я. Вуаль дрогнула, она не ожидала. «Доктор говорил, что удар сказался на твоем настроении, но я вижу, ты по-прежнему остра». «Это дешевле, чем доброта». Она улыбнулась аккуратно и ядовито. «Ах, Леонора, все так переживали. Адриан был убит горем. Как неудачно для него». Беатрис сняла перчатки и посмотрела на книги. «Ты занялась расходами, как видишь. Не слишком ли утомительно? Я заметила, что от безделья в этом доме страдают в основном финансы». «Ты говоришь странные вещи, а ты задаешь лишние вопросы».
Повисла тишина. И я вдруг поняла, почему прежняя Леонора могла показаться надменной. Если вокруг тебя постоянно ходят люди, улыбающиеся так, будто подбирают размер гроба, очень быстро перестаешь быть открытой. «Скажи», — произнесла Беатрис, — «ты совсем ничего не помнишь о вчерашнем?» «А должна?» «О, нет, просто думаю, не показалась ли тебе карета странной? Кучер говорил, лошади испугались чего-то на мостовой». «Возможно», — сказала я. «Но пока мне интереснее, кто и почему так радуется моему пробуждению». Она рассмеялась. «Ты изменилась». «Да. И знаешь, что удобно? Мне это нравится». Беатрис встала. «Береги себя, кузина. Люди в нашем кругу не любят перемен». «А я не люблю людей нашего круга», — сказала я. «Так что, думаю, мы квиты». Когда за ней закрылась дверь, Оскар спрыгнул со стола. «Неприятная женщина». «Зато полезная». «Чем?» Она хотела проверить, помню ли я что-нибудь о крушении кареты. «Значит, тема опасная». «Или она просто любит сунуть нос туда, где пахнет драмой». «И это тоже». Я снова посмотрела на бумаги, но теперь цифры дрожали не от усталости. За ними уже вырисовывался рисунок. Меня пытались убить. И кто-то в этом доме очень надеялся, что я останусь такой же удобной, как раньше. Ничего, разочарование тоже вид справедливости. На следующий день я потребовала экипаж. Это вызвало в доме такой переполох, словно я объявила о намерении лично пересечь океан вплавь. «Миледи, доктор сказал отдыхать. Я буду отдыхать, сидя в карете». «Его сиятельство не одобрит». «Прекрасно. Значит, поездка уже идет мне на пользу». Люси растерянно всплеснула руками, но все-таки помогла мне одеться. У дверей меня ждал Томас. «Кучер готов, миледи». «Отлично. И еще, если граф спросит, куда я отправилась, скажите, что дышать воздухом». «Всем?» «Для начала городским». Оскар проскользнул за мной так ловко, что Люси заметила его только у ступенек. «А Оскар тоже?» «Разумеется», — заявил кот, хотя для всех остальных это прозвучало как мяу. «Без него никак», — сказала я. «Он мой личный советник по дурным решениям». Город Брокерн оказался именно таким, каким быть должен приморский город. Чтобы женщина, однажды уже погибшая в море, все равно влюбилась в него с первого взгляда. Узкие улицы спускались к гавани, как к центру мира. Пахло солью, дымом, свежим хлебом и водорослями. И всюду море. Я не могла оторвать от него глаз. Оно блестело за крышами, дышало между мачтами, вспыхивало под солнцем тысячами злых и прекрасных искр. И у меня внутри что-то больно сладко сжалось. Я так давно хотела это путешествие. Море, простор, возможность однажды утром встать и увидеть, что горизонт существует не только в кино. И получила я его самым странным способом. «Не раскисать», — сказал Оскар. «У вас сейчас лицо человека, который собирается написать очень плохое стихотворение». «Я не раскисаю. Я думаю». «Тогда прекращайте. За углом рыбный рынок, а от мысли рыбы не становится свежее». Я фыркнула и велела кучеру ехать к набережной. И именно там я увидела его. Дом. Нет, правильнее сказать, бывшее заведение, которое очень старалось не умереть окончательно. Двухэтажное здание у самой воды, с большими окнами, облупившейся краской и видом на гавань. На вывеске еще можно было прочитать старое название — «Синий якорь». «Останови», — сказала я. Кучер натянул поводья. Я вышла из экипажа и остановилась напротив дома. Оскар выглянул из кареты. «Дыра!» «Прекрасная дыра!» «Крыша течет!» «Починим!» «Место шумное!»
зато живое. Придется иметь дело с людьми. Ты сейчас проверяешь, насколько я серьезна? Да, я очень серьезно. Дверь оказалась заперта, но по соседству в лавке сидел сухой старик с табачными пальцами. «Ищете хозяина?» — спросил он. «Возможно. Давно продается, никто не берет. Место хорошее, да только прежний владелец разорился. Говорят, слишком доверял родственникам». «О, классика», — сказала я. «Простите?» Я сказала печально. «Кто теперь владеет?» «Банк. На площади Часов». Я поблагодарила его и еще раз посмотрела на окна. Я уже представляла внутри свет, столы, скатерти, деревянные столы, живые цветы, запах хлеба, рыбы и вина. Не место, где едят ради статуса, а место, где живут. «Вы выглядите опасно вдохновленной», — заметил Оскар. «Это потому, что я такой и являюсь». И в этот момент сверху что-то сорвалось. Я услышала скрип, короткий вопль и едва успела отшатнуться. Прямо передо мной с треском рухнул тяжелый деревянный ящик. Если бы я не сделала шаг назад, мне бы разбило голову. Наступила тишина, потом кто-то закричал наверху, кто-то побежал. Кучер выругался, а я стояла, глядя на доски у своих ног, и чувствовала, как кровь уходит из лица. «Вы живы?» — раздался рядом мужской голос. Я подняла глаза. Передо мной стоял мужчина лет 35 в темном пальто, без излишней суеты, с внимательным лицом и глазами того серо-стального оттенка, который особенно опасен у людей, привыкших замечать больше, чем говорят. «Пока да», — ответила я. Он быстро оглядел разбитый ящик, потом меня. «Позволите?» Он мягко взял меня под локоть и отвел еще на шаг. «Это уже второй раз или мне кажется?» «Вам не кажется», — сказала я. «Тогда нам следует познакомиться. Леон Харт». «Частный сыщик? Меня так легко прочесть?» «Нет, просто вы смотрите на место падения ящика так, будто уже мысленно составляете список идиотов». «Приятно встретить умного человека». «Графиня Элеонора Вейл». На секунду что-то мелькнуло в его взгляде. Узнавание, интерес и, кажется, тревога. Сказал он, — «тогда, боюсь, мы знакомы заочно. Мне уже приходилось слышать о вашей недавней неприятности». Прелестное слово для попытки убийства. «Так вы тоже считаете, что это была попытка?» Я начинаю обижаться на тех, кто считает иначе. «Если вы хотите поговорить об этом серьезно, я к вашим услугам». «Вы предлагаете помощь незнакомой женщине прямо на улице?» «Нет, я предлагаю помощь человеку, на которого только что уронили ящик в очень удобный момент». «Хорошо, мистер Харт», — сказала я. «Думаю, нам действительно есть о чем поговорить». Леон пришел в дом на следующий вечер. Адриан в этот час уехал, по словам Томаса, в клуб. По моим предположениям, туда, где долги умеют множиться быстрее, чем совесть. Это было к лучшему. Мне хотелось сначала понять, кого я впускаю в свое расследование, а уже потом ставить в известность человека, который вполне мог в этом расследовании фигурировать. Мы устроились в малой гостиной. Я велела подать чай. Оскар развалился на подоконнике так, будто собирался председательствовать. Леон вынул из кармана перчатки, аккуратно сложил их рядом и сразу перешел к делу. Я осмотрел место у набережной. Ящик сорвался не сам. Веревка была надрезана заранее. Очаровательно. Кроме того, я навел справки о вашей карете. Там тоже не все чисто. Упряжь выглядела так, словно ремень перетерли намеренно, а потом слегка замаскировали. Я поставила чашку обратно на блюдце. То есть меня дважды пытались убить? По моему мнению, да. И кто? Как вы думаете? По моему мнению, сказал он, начинать нужно с тех, кому выгодна ваша смерть или ваша беспомощность. Простите за прямоту. Не извиняйтесь.
Я рассказала ему то, что уже знала. Про странные счета, про долги Адриана, про излишний интерес Беатрис к тому, что именно я помню. Про мое ощущение, что до несчастья Элеонора жила в постоянном страхе. Леон слушал внимательно, не перебивал. Только иногда задавал короткие вопросы. «У вашей семьи есть юрист?» – спросил он. «Наверняка. Найдите его. Особенно, если ваш отец оставлял брачный договор или распоряжение относительно имущества». «Вы думаете, тут дело в деньгах?» «Я почти всегда думаю, что дело либо в деньгах, либо в унижении». «А любовь?» «Любовь слишком часто переодевается в одно из этих двух. И еще одно. Вам не стоит ездить одной». «Я графиня, а не фарфоровая собачка». «Верно. Но графини тоже прекрасно горят, тонут и падают с лестниц». «Это была забота? Это было наблюдение. Очень романтичное. Простите, я не мастак утешать. Зато, кажется, мастак замечать, когда веревки подрезаны. Это полезнее». Оскар приоткрыл один глаз. «Мне он нравится», — сообщил кот. «Не слишком красив, но не слишком болтлив, чтобы утомлять». «Я польщен», — сказал Леон, глядя на кота. «Вы его слышите?» — спросила я. «Не буквально, но у него такое выражение морды, как у человека, который давно разочаровался в мире. Это потому, что он кот». К вечеру мы уже договорились. Леон без официальной полиции проверит долги Адриана, связи мистера Фелтона и слухи в клубах, куда аристократы ездят тратить семейное серебро. А я займусь тем, что умею лучше всего. Буду раздражать дом, задавая неудобные вопросы. Перед уходом он остановился у двери. «И еще. Тот дом на набережной вам действительно нужен?» «Очень. Даже теперь?» «Особенно теперь». «Почему?» Я подумала и впервые сказала это вслух. Потому что я всю жизнь откладывала свое на потом. А потом, как выяснилось, может захлебнуться в морской воде в любой момент. Это хороший аргумент в пользу срочных решений. Вы часто одобряете женские безумства? Только если в них есть расчет. А во мне есть? В вас, миледи, есть упрямство человека, который уже потерял слишком много времени. С таким упрямством обычно либо открывают рестораны, либо начинают войны. Я предпочту ресторан. Мудрый выбор. Меньше трупов, как правило. Когда он ушел, я еще долго стояла у окна. С моря тянуло сыростью. В гавани глухо стучали снасти. В доме было тихо. «Не влюбляйтесь сразу», — предупредил Оскар. «Я не влюбляюсь». «Отлично. Тогда просто будьте осторожны. Умные мужчины хуже красивых. От них труднее отвертеться». «Спасибо за поддержку». «Я не поддерживаю. Я украшаю вашу жизнь предупреждениями». Я улыбнулась, но внутри у меня было странно светло. Не потому, что появился мужчина, а потому, что появился союзник. Иногда этого уже достаточно, чтобы перестать быть добычей. Дом начал сопротивляться. Не открыто, не эффектно, не с криками. Нет, куда изящнее. Мне забывали принести бумаги, переставляли вещи в спальне. Кучер внезапно заболевал именно тогда, когда я хотела ехать в город. По дому поползли слухи, что после удара я стала нервная, резкая и не вполне в себе. Последнее особенно меня забавляло. «Если бы они знали, насколько правы», — сказала я Оскару. «Они бы упали в обморок, а потом пришли бы в себя и начали сплетничать». Но самым интересным событием недели стал вечерний прием у леди Сибиллы Эшдаун. «Кто это?» — спросила я, пока Люси застегивала на мне ожерелье. «Очень влиятельная дама, миледи, вдова. У нее лучший салон в городе. А еще...» Люси замялась. «Его сиятельство.
Бывает у нее часто. То есть любовница. Я этого не говорила. Зато я подумала. Прием был неизбежен. Не появиться означало подтвердить слухи о моей слабости. Появиться означало сунуть голову в осиное гнездо. Я выбрала второе. Салон Сибиллы сиял огнями, шелком и лицемерием. Женщины улыбались, мужчины кланялись. Музыка играла так, будто в мире нет ни долгов, ни яда, ни тупых мужей. Леди Сибилла оказалась ослепительной блондинкой с мягким голосом и глазами, в которых не было мягкости вовсе. «Дорогая графиня», — промурлыкала она, — «вы чудесно выглядите, просто чудо после такой трагедии». «Да», — сказала я, — «некоторые разочаровались». Она рассмеялась, но взгляд стал холоднее. Адриан вел себя образцово, то есть фальшиво. Он держался рядом ровно столько, чтобы все видели заботливого мужа. Иногда к нему подходила Сибилла, иногда Беатрис, иногда мужчины с лицами, похожими на долговые расписки. И я запоминала всех. Леон тоже был там. Разумеется, как приглашенный кем-то, кто ценил умных собеседников и умение слушать. В темном костюме он выглядел так, будто с рождения знал, как стоять в чужих гостиных и не принадлежать им. «Миледи», — поклонился он мне, — «вы решили лично собрать всех подозреваемых в одной комнате?» «Это экономит время и повышает риск». «Вы пришли меня отговаривать?» «Поздно. Я пришел следить, чтобы вас не убили между устрицами и вальсом». «Восхитительно. Это почти ухаживание». «Не льстите себе, я профессионал». «Вы плохо врете, мистер Харт». На секунду уголок его рта дрогнул. А в этот момент лакей подал мне бокал шампанского. Я уже подняла его, когда Оскар, неизвестно как затесавшийся под банкетку, вдруг выгнул спину и с такой яростью шлепнул меня хвостом по ноге, что я вздрогнула. Бокал накренился, вино плеснуло на перчатку. «Простите, миледи», — всполошился лакей. Леон взял бокал раньше, чем тот успел коснуться подноса, понюхал и очень тихо сказал: «Не пейте». «Что там?» «Яд. Не смертельный мгновенно, но достаточный, чтобы болезнь после недавнего удара выглядела правдоподобно». Я не почувствовала страха, только ясность. «Не устраивайте сцену», — сказала я. «И не собирался». «А я собираюсь». И прежде чем он успел меня остановить, я легко повернулась к ближайшей группе дам и, улыбаясь так, что у меня самой заныли скулы, произнесла: «Дорогие леди, полагаю, вы все будете рады узнать, что сегодня меня снова пытались отравить. Прошу прощения за возможную неловкость вечера». Музыка сбилась, разговоры прекратились. Кто-то ахнул, кто-то уронил веер. Леди Сибилла застыла, Адриан резко обернулся. Леон прикрыл глаза на миг, как человек, чья работа только что превратилась в пожар. «Элеонора!» — процедил Адриан, подходя. «Ты понимаешь, что говоришь?» «Намного лучше, чем раньше». «Это нелепо». «Я не спорю. Но яд в шампанском редко добавляют ради элегантности». Сибилла подплыла к нам бледная и идеальная. «Это возмутительное обвинение». «Я никого не обвиняла конкретно», — сказала я. «Пока». Леон повернулся к хозяевам ровно настолько, чтобы все поняли, сейчас говорит не чей-то знакомый, а человек, которому хватит компетентности испортить целый сезон сплетен. «Бокал нужно сохранить. И лакея, который его подал, опросить». Лакей чуть не сел на месте. Сибилла побледнела сильнее. Адриан сделал шаг ко мне. «Ты нас позоришь!» «Милый, если меня пытаются убить в 3-й раз за неделю, позорит нас не мой голос». Повисла мертвая тишина. И в этой тишине я вдруг поняла, что впервые в жизни не хочу быть
удобной. Какой же это был освобождающий, пьянящий опыт! На следующее утро ко мне явился семейный поверенный. Мистер Абрахам Ривз был человеком, которого невозможно было представить молодым. Сухой, внимательный, в безупречном сюртуке и с привычкой говорить так, словно каждая фраза уже пережила апелляцию. «Миледи», — сказал он, усаживаясь, — «ваши запросы относительно брачного контракта и завещательных документов показались мне своевременными». Это вежливый способ сказать «наконец-то»? Я слишком стар для иронии, миледи. Я предпочитаю факты. Тогда давайте факты. Они оказались одновременно скучными и взрывоопасными, как хорошая бомба в упаковке от мыла. Отец Элеоноры не доверял Адриану с самого начала, поэтому большая часть приданого дочери, городской доходный дом, часть земель, склады, инвестиции была оформлена через отдельный траст. Формально муж пользовался доходами семьи, но не мог распоряжаться основным капиталом без письменного согласия жены. «Если же, — продолжил мистер Ривз, — будет доказана супружеская неверность, попытка мошенничества с имуществом или жестокое обращение, миледи вправе потребовать раздельного проживания и лишить графа доступа к этим доходам». «А в случае моей смерти?» Старик посмотрел на меня долгим тяжелым взглядом. «Тогда граф становится временным распорядителем до решения опекунского суда. При отсутствии детей это дает ему широкий контроль на несколько лет». Я откинулась на спинку кресла. «Значит, пока я жива и внимательна, он почти нищий. А если умру, он снова при деньгах?» «Грубо, но верно». «Очаровательно». После ухода Ривза я долго молчала. Оскар сидел у окна и следил за дождем. «Ну?» — спросил он. «Ну вот, теперь у нас не просто скверный брак, у нас финансово обоснованная охота на хозяйку дома». «Зато никаких сомнений в мотивах». «Мне от этого не легче». «Зато понятнее, кого кусать». Я посмотрела на бумаги и вдруг спросила. «А ты ведь любил Элеонору, да?» «Я жил с ней», — сказал он. «Для кота это уже почти форма любви». «Она была хорошей?» «Она была одинокой». Я кивнула. И в тот же день пришел Леон. Вид у него был довольный. «У меня две новости», — сказал он. «Одна неприятная, другая полезная». «Начните с неприятной». «У вашего мужа очень крупные долги, и не только карточные. Он должен ростовщикам, одному торговому дому и некоему капитану Морсу, с которым связываются люди не для светских бесед». «А полезная?» «Леди Сибила его любовница, и, возможно, не только. Она ввела его в несколько сомнительных кругов, где любят быстрые деньги и еще более быстрые исчезновения свидетелей». «Романтика», — сказала я. «А я-то думала, у аристократов все начинается с сонетов». «У аристократов все начинается с выгоды и заканчивается скандалами». «Мудро». Он подошел к столу, увидел бумаги и коротко присвистнул. «Вы были продуктивны». Я узнала, что моя смерть — коммерчески привлекательное событие. «Тогда нам нужно, чтобы ваши враги об этом знали, но не были уверены, насколько вы осведомлены». Иными словами, подманить крысу сыром. «Именно». «Вы сейчас предложите мне сыграть роль беззащитной идиотки?» «Ни в коем случае вам это не пойдет». Я засмеялась. «У меня есть еще одна мысль», — сказал он. «Тот дом у набережной. Купите его». «Что?» «Если вы начнете оформлять крупную сделку и появляться в городе открыто, это заставит нервничать тех, кто считает вас сломанной. А нервный преступник ошибается чаще». «И вы говорите это только ради расследования?» «Нет. Еще и потому, что вы оживаете, когда говорите об этом месте». Я отвела взгляд. Слишком прямо.
«Хорошо», — сказала я, — «тогда я куплю его». «И откроете ресторан?» «Да». «Вы безумная». «Спасибо». «Это не похвала». А прозвучало почти ласково. На этот раз он улыбнулся открыто. «Боюсь, с вами я начинаю терять профессиональную сухость». «Берегите ее, здесь сыро». И в эту минуту мы уже оба знали. Дело больше не только в расследовании. Оно было в том редком, опасном и прекрасном ощущении, когда рядом появляется человек, с которым хочется говорить не осторожнее, а честнее. Покупка синего якоря вызвала в городе небольшой общественный приступ. Газеты, конечно, еще не писали обо мне с выражением «безумная графиня», но я чувствовала, что двигаюсь в нужном направлении. Адриан узнал о сделке вечером. «Ты купила что?» — спросил он таким тоном, каким люди обычно сообщают о нашествии саранчи в фамильную столовую. «Дом у гавани». «Зачем?» «Чтобы он был у меня, а не у банка. Странный вопрос для человека, который любит тратить чужие деньги». Он подошел ближе. Красивый, злой, опасный. «Ты не имеешь права принимать такие решения без меня». «Ошибаешься. Как раз имею». «Элеонора!» «Не повышай голос. У меня после последнего покушения болит голова». «Ты снова начинаешь?» «Нет, дорогой, это я еще даже не разошлась». И я положила на стол копию брачного соглашения. Он увидел печати, подписи, и лицо его изменилось. «Кто тебе это дал?» «Закон», — ответила я. «Представляешь, полезная вещь». «Ты не понимаешь, с чем играешь». «А вот это интересная фраза. Повтори медленнее». «Ты выставляешь семью на посмешище. Ты изменилась». «Ты повторяешься». Он ушел, не хлопнув дверью. Адриан вообще был из тех людей, которые до последнего предпочитают изящество прямоте. А на следующий день я впервые вошла в свое новое заведение как хозяйка. Пыль, паутина, старые столы и все равно красота. Огромные окна на гавань, просторная кухня в глубине, второй этаж, где можно сделать маленькие кабинеты. И главное, чувство места. Оно не было мертвым, оно ждало. Молли, которую я взяла с собой смотреть помещение, остановилась посреди зала и огляделась. «Если тут все вымыть, оштукатурить и печь поправить, и перестать пугаться собственных амбиций», — добавила я. «Вы правда хотите это сделать, миледи?» «Я уже делаю». «Но граф...» «Граф может страдать в сторонке, ему полезно», — сказала я. Оскар вскочил на подоконник. «Название! Заведению нужно название. Старое было ужасным». Я подошла к окну. За стеклом шумела гавань, ветер трепал флаги, на воде качались лодки. И я вдруг очень ясно вспомнила. Не крушение, нет, а тот момент, когда я впервые ступила на палубу лайнера в своей прежней жизни и почувствовала себя не уставшей женщиной, а человеком, у которого впереди есть море. Пусть недолго, но оно было. «Вторая гавань», — сказала я. Молли улыбнулась. «Красиво». «Правильно», — добавил Оскар. «И звучит так, будто там кормят тех, кто выжил». «Именно». И мы начали ремонт. Я никогда в жизни не была так счастлива от извести, списков, образцов ткани и споров о том, сколько столов поместится в зале без ощущения казармы. Молли внезапно оказалась не только превосходной кухаркой, но и полководцем. Томас помогал с поставщиками. Даже Леон однажды появился в дверях с таким видом, будто просто проходил мимо. Хотя ни один мужчина случайно не проходит мимо ремонта ресторана 3 раза в неделю. «Вы красите стены?» – спросил он.
Выражение ужаса на вашем лице меня обижает. Это не ужас, это восхищение вашей храбростью. Можете помочь, если умеете держать кисть. Я умею только держать преступников. Тогда начните с ведра. И он все-таки взял кисть. И это была одна из самых странно счастливых сцен в моей новой жизни. Я, молодая графиня с прошлым утопленницы, крашу стену будущего ресторана вместе с сыщиком, который смотрит так, будто ему хочется забыть о профессиональной дистанции, а на подоконнике сидит говорящий кот и оскорбляет наш выбор цвета. Развязка пришла, как это бывает часто, не с громом, а с шорохом. Оскар притащил письмо. Он возник в моей спальне глубокой ночью, волоча в зубах сложенный листок. Я сказала: «Откуда?» «Из кабинета графа», — ответил Оскар, выплюнув письмо на покрывало. «Он был неосторожен и оставил ящик открытым». Письмо было от Сибиллы, короткое, ядовитое, достаточно откровенное, чтобы не оставлять сомнений ни в характере их связи, ни в ее нервном состоянии. «Если она и дальше будет копать, мы оба погибли. Фелтон уже дрожит как лист. Решай скорее. И не пиши мне больше домой». Я перечитала дважды. Потом села. Потом позвала Леона. Разумеется, не ночью, а через Томаса рано утром, под предлогом срочного разговора. Он приехал быстро. Это приятно польстило моему самолюбию. Прочитав письмо, Леон тихо сказал: «Вот и связь». «Значит, Сибилла в деле?» «И Фелтон тоже. Но нам по-прежнему нужно доказательство покушения, а не только страха». «Значит, дадим им шанс совершить ошибку», — сказала я. «Это плохая идея. Зато эффективная». «Обычно так говорят люди, которые потом лежат без сознания». «Спасибо за веру в меня». Я встала и подошла к окну. Через неделю открытие второй гавани. Полгорода придет либо из любопытства, либо из желания посмотреть, как графиня опозорится. Адриан тоже придет, и Сибилла. Они не упустят шанс увидеть, как я трачу деньги, которые считают почти своими. Если пустить слух, что в подвале ресторана хранятся документы по моему разделу имущества и копии договоров, они клюнут. Да. И попытаются их уничтожить. Или меня вместе с ними. Я ненавижу этот план. Прекрасно, значит, он хорош. Нет, значит, вы просто сводите меня с ума. А вот это уже почти признание. Он подошел ближе. Послушайте меня внимательно. Если с вами что-то случится, я этого себе не прощу. Значит, сделайте так, чтобы не случилось. На секунду мне показалось, что он сейчас меня поцелует. Вместо этого он закрыл глаза, выдохнул и сказал: «Хорошо, но на этот раз вы будете делать все, что я скажу». «Даже если мне не понравится?» «Особенно тогда». «Это тирания». «Это называется забота». «Я не уверена, что привыкну». «Я терпелив». И вот тогда я действительно испугалась. Ни покушения, ни мужа, ни яда и ни подвалов, а того опасного счастья, которое вдруг может стать важнее даже собственной защиты. День открытия второй гавани выдался ветреным и таким нервным, что к полудню я уже успела трижды разлюбить человечество и 4 раза шторы в малом зале. Зал получился именно таким, как я хотела. Теплые стены, дерево, свежие цветы в простых кувшинах, большие окна на гавань. Никакой ледяной роскоши, только ощущение, что сюда можно войти усталым и выйти живым. Над входом висела новая вывеска: «Вторая гавань». Я стояла под ней несколько секунд перед открытием и чувствовала, как дрожат пальцы. «Боитесь?» — спросил Леон, подходя. «Очень». «Это хорошо». «Почему?» «Значит, вам не все равно». «Вы снова играете в опасную игру», — сказал он.
Нет, я работаю в своем ресторане. Это очень достойный способ подманивать преступников. Вы нелепая женщина. А вы нервный мужчина. Он наклонился ближе. После этого вечера, если вы останетесь живы... Какая вдохновляющая романтика. Не перебивайте. Я приглашу вас на ужин. В мой же ресторан? Нет, я надеялся на место, где вероятность отравления чуть ниже. Договорились. Улыбнулась я. Гости пошли с 6. Их было много, слишком много. Город, кажется, решил лично удостовериться, что графиня сошла с ума качественно. Пришли дамы, которые раньше смотрели на меня как на дорогую, но испорченную вещь. Мужчины, уверенные, что женщина может открыть заведение только в порядке затянувшейся истерики. Пришла Сибилла, и, конечно, пришел Адриан. Он пришел поздно, когда зал уже гудел разговорами и восхищенными возгласами. Потому что, как ни странно, ресторан нравился, а еда нравилась еще больше. Молли превзошла сама себя. Рыба в винном соусе, хлеб, жаркое, лимонный крем. «Вы победили», — сказал Леон негромко. «Еще нет». Адриан подошел ко мне с бокалом вина. «Поздравляю, ты сумела превратить каприз в сенсацию». «Спасибо. А ты сумел превратить брак в уголовное дело. У каждого свои таланты». «Ты опасно играешь». «Удивительно, как часто я слышу это именно от тебя». «Ты не понимаешь, с кем связалась». «А вот это вы все говорите одинаково. Мужчины очень плохо обновляют реплики». Я заметила, как Сибилла наблюдает за нами с другого конца зала. Заметила, как Фелтон пьет слишком быстро. Заметила, как один из официантов, новый, нервно смотрит на дверь, ведущую вниз, в подвал. Леон тоже это увидел. Он едва заметно кивнул, я ответила тем же. И продолжила улыбаться гостям, принимать поздравления, благодарить за визит. К 10 вечера зал был полон и опасно расслаблен. Именно тогда погас свет в заднем коридоре. Только там. Только на мгновение. Достаточно. «Сейчас», — тихо сказал Леон. Я поставила поднос, повернулась и пошла к двери в подвал. «Нет», — шепнул он. «Да», — ответила я, — «им нужна я». «Именно поэтому». «Именно поэтому я иду первая, а ты за мной». Я уже не слышала, ругался ли он, только шаги позади. Подвал встретил нас темнотой и запахом старого дерева. «Кто здесь?» — сказала я. Тишина. Потом шорох. Потом удар двери за спиной. Ее захлопнули снаружи. А через секунду где-то слева вспыхнул огонь. Небольшой, слишком аккуратный, чтобы быть случайным. Горящая тряпка, керосин, ящики, сухая стружка — все это загорелось с пугающей охотой. «Назад!» — крикнул Леон, но я уже увидела силуэт. Мужчина метнулся между бочками к лестнице. Леон бросился за ним, а я рванула в другую сторону, туда, где со стеллажами мелькнула женская фигура. «Сибилла!» — крикнула я. Она обернулась. На секунду наши глаза встретились. «Ты все испортила!» — прошепела она. «Прости, что не умерла по вашему графику». Она шагнула ко мне, и в руке у нее блеснул нож. Я не успела испугаться, только отшатнулась. Лезвие полоснуло по рукаву. Ткань порвалась, кожу обожгло огнем. И тут из темноты на Сибиллу с диким воем прыгнул Оскар. Никогда еще в жизни я не видела более грозного комка ярости, шерсти и морального превосходства. Он вцепился ей в лицо с такой убежденностью, словно давно ждал повода объяснить аристократке основы приличия. Сибилла завизжала и выронила нож. Я ударила ее деревянной крышкой от ящика. Она рухнула на колени. В этот же момент наверху загрохотали шаги, двери распахнулись, и послышался голос Леона. «Все, они взяты!»
Я закашлялась. Огонь уже сбивали, люди тащили воду, кто-то поднимал Сибилу, кто-то ругался, кто-то восхищался котом. Леон оказался рядом мгновенно. «Вы ранены?» «Только гордость», — прохрипела я. «Вы сумасшедшая!» «Это уже было». «Я серьезно». «А я жива». И он прижал меня к себе так быстро и крепко, что я даже не успела придумать язвительный ответ. И впервые за очень долгое время я просто позволила себе не быть сильной. Ровно 1 минуту. Всего одну. Но иногда именно ее не хватает. Когда дым рассеялся, все стало удивительно простым. Официант, которого мы не знали, оказался человеком капитана Морса. Он устроился к нам на работу, чтобы запереть дверь подвала и устроить пожар. Фелтон подделывал счета и помогал выводить деньги. Сибилла координировала встречи и письма, давила на Адриана, потому что сама вложила в его долги больше, чем могла себе позволить. А Адриан был именно тем, кем казался в худшие минуты. Красивым слабаком, который решил, что проще убрать жену, чем жить посредством. Его арестовали той же ночью. Я не присутствовала при этом. Не из жалости, из усталости. Все закончилось, и мне не хотелось тратить ни секунды новой жизни на созерцание его падения. Зато Беатрис явилась на следующий день. Она вошла во вторую гавань около полудня, села напротив меня и сказала: «Я пришла извиниться». Я едва не подавилась кофе. «Простите, я плохо слышу чудеса по утрам». Она вздохнула. «Я всегда думала, что ты ледяная дура, а ты, оказывается, просто была несчастна и очень одинока. Вчера я это поняла». «Как трогательно, что для этого потребовались пожары, покушения». «Да», — сухо сказала она, — «наш круг плохо усваивает тихие сигналы». Мы смотрели друг на друга несколько секунд. Потом я пожала плечами. «Если ты не пыталась меня убить, мы можем считать это хорошим началом». «Не пыталась». «Тогда сядь и ешь пирог. У нас тут новая политика примирения». И Беатрис села и ела пирог так, словно не делала этого никогда с удовольствием. Через неделю судья официально признал мои имущественные права. Адриан был лишен доступа к моим доходам. Фелтона и людей Морса ждали отдельные неприятности. А Сибилла исчезла так стремительно, будто ее смыло приливом. А вторая гавань жила, расцветала. Люди шли к нам сначала из любопытства, потом за едой, за атмосферой, за тем чувством, что в этом доме можно не играть роль. Молли царила на кухне, Томас следил за порядком, Оскар сидел на своем личном кресле у окна, куда я поставила табличку: «Место господина Оскара. Без разрешения не занимать». Он сказал, что табличка вульгарна, но кресло одобрил. Море осенью пахнет иначе. Жестче, чище, честнее. В тот вечер я вышла на террасу ресторана уже после закрытия. В гавани гасли огни, за спиной в зале тихо звенела посуда. Это были звуки моего дела, моей жизни. Не подаренной, не отложенной до лучших времен. Моей. «Я знал, что найду вас здесь», — сказал Леон. Я обернулась. Он стоял в дверях без шляпы. «Вы опоздали на неделю», — сказала я. «На что?» «На ужин, который обещали после того, как я останусь жива». «Я ждал, пока вы перестанете быть официально заняты арестами, документами и победным сиянием». «И что теперь?» «Теперь я приглашаю вас на ужин». «Куда?» «Куда угодно, кроме этого ресторана. И желательно туда, где хозяин не ваш кот». «Это разумно. Он плохо переносит конкуренцию». Леон улыбнулся. «Я хочу сказать вам одну вещь. Не как сыщик и не как человек, который спасал вас из подвала». «Уже интригует». «Я давно не встречал никого, рядом с кем так ясно хочется жить честно».
и смеяться чаще, и приходить не по делу. Это признание? Очень осторожное. Какой ужас! Я стараюсь не спугнуть вас. Поздно, я уже испугалась, но в приятном направлении. Он облегченно засмеялся. Потом взял мою руку, и это оказалось удивительно просто. Просто правильно. «У меня есть условия», — сказал я. «Боюсь спросить. Если мы когда-нибудь будем ужинать вместе регулярно, вы обязаны любить мой лимонный пирог. А если я полюблю вас, а не пирог, тогда нам придется работать над вашими недостатками». «Сурово». Из дверей раздался голос Оскара. «Если вы закончили свой человеческий ритуал взаимного топтания вокруг очевидного, то внутри стынет рыба». Мы обернулись. Кот сидел в проеме. «Ты подслушивал?» — спросила я. «Разумеется. Я должен быть уверен, что вы не выбираете себе идиота». «И каков твой вердикт?» Оскар оглядел Леона с головы до ног. «Терпимо. Но если он разобьет вам сердце, я начну с его ботинок». «Это удивительно обнадеживает», — сказал Леон. «Это не вам предназначалось». А я засмеялась. Свободно и легко. Без той осторожности, которой раньше всегда было слишком много. А потом снова посмотрела на море. Где-то там, далеко за горизонтом, в другом мире, осталась 40-летняя женщина, которая слишком долго жила для всех, кроме себя. Я не знала, исчезла ли она совсем, или растворилась во мне новой, молодой, упрямой графине с рестораном у гавани и котом, который считает себя моральной инстанцией. Но, может быть, дело не в теле и даже не в возрасте, а в том, что однажды после крушения, любого, морского или внутреннего, человек вдруг понимает, больше нельзя откладывать жизнь на потом, потому что потом может не наступить. А если наступит, то лучше встретить его с видом на море, с любимым делом и с людьми, которых ты выбрал сам, и с горячим ужином, который пахнет домом. Я сжала пальцы Леона. «Пойдем внутрь», — сказала я. «У меня все-таки ресторан, а не философский кружок». «И слава богу», — ответил он. «Не приплетайте сюда Бога», — буркнул Оскар. «Вам достаточно меня». И мы вошли во вторую гавань, в мою вторую жизнь. Конец. Автор книги Тиса и Серж Луис. Друзья, спасибо, что были с нами до конца этой истории. Если вам понравилась аудиокнига, поддержите ее лайком и комментарием. Для нас это действительно важно. Подпишитесь на наш канал. Впереди вас ждут новые миры, магия, любовь и истории, в которые хочется возвращаться снова и снова. До скорой встречи!